Всех приветствую, друзья, с вами Мамбастик. Сегодня я вот решил просто для вас снять обычный летсплей, обычное выживание, старое родное, в старом родном Крафтсмане. В общем, сейчас хочу рассказать, что вообще у меня поменялось, что сейчас происходит с каналом. С каналом вообще, происходит довольно кое-что интересное, поскольку, нет. Нет, этот, по идее, тот же самый мир. Да. Так, нам сейчас надо найти еще наш остров в списках мира. В общем, ребята, я сейчас не знаю, куда мне, в какое русло направить мой канал. Я хочу попробовать что-то новое, не знаю, рафляное поснимать по Майнкрафту. Но YouTube, он не любит таких резких перемен, когда вот ты берешь что-то одно снимаешь, к примеру, старый Крафтсман, сидишь в нем, и потом резко перескакиваешь на какой-то другой контент. У меня сейчас где-то несколько роликов собрало по 100 просмотров, прям вообще очень мизерные просмотры. Мне вот интересно, смогу ли я вообще пробиться с этого дна. Потому что Крафтс, мне кажется, я вечно снимать не смогу. Либо, ребят, знаете, как можно сделать? Можно именно на канале снимать сам Крафтсман, а в шорте просто всякую свободную фигню, что мне в голову сбрефит, то и будем снимать. А вот на простые видеоролики надо, не знаю, как-то немножко, знаете, такое где-то что-то детское снимать, либо, как правильно сказать, удержать баланс, потому что меня все-таки смотрят некоторые мои подписчики, им неприятен такой юмор. Учтем это. Так, нет, крышу я не сделал, да? Крышу я, наверное, фиг знает, когда я ее сделаю. И сделаю ли вообще. Так, пшеница, наверное, пускай растет. С той стороны можно, в принципе, дом забабахать. Я хочу какую-нибудь вышку сделать. Просто обычное высокое здание старого образца, что ли, типа. Как у бедуинов в лесу, ой, в пустыне. Так, сейчас понаделаем топоры, пойдем понарубим кучу дерева. Ребят, если что, слышно у меня сейчас, возможно, в ролике, что происходит за окном. Там мелкие, вонючие, смазливые детишки ходят. YouTube, если что, извиняюсь, я не знал, не знаю насчет таких правил, что можно... Мне вот сейчас просто интересно, кстати, если какой-то голос детский будет услышан за окном, и мне прилетит ваше видео, типа, направлено на YouTube детям, будет вообще не прикольно, я буду очень-очень злой. Во-первых, потому что я этот ролик еле как снимаю, просто, супер-супер лень. Плюс еще дома всякая бытовуха. И тут еще, овца, уйди. Я не знаю, создал свой ТикТок, новый канал в ТикТоке, где там супер такой, знаете, юмор, прям жесткий юмор политический, но при этом он замаскирован просто как под что-то обычное. И мне кажется, я не смогу этот канал монетизировать нормально. Дело в том, что там, если будет какое-то действие мое с этими, с удостоверениями, с документами, я, поскольку житель Казахстана, а вот аккаунт у меня создан на германском регионе, будут проблемки, мне, возможно, заморозят счет в PowPay или еще что-то. Я даже еще монетизацию не открыл, даже ни одного подписчика не собрал. Уже прям размечтался. Такой же все-таки красивый здесь лес, но мне придется его вырубить. Так, у нас уже подстреливают эти скелетоны. Хм-хм-хм. Давай, короче, подплывай хоть как-то.
Так, сейчас будем просто вырубать весь лес. Потому что я говорю, мне пофиг, что находится и вообще как что выглядит за пределами моего острова. Так, здесь довольно большой... Хотя, да какой там довольно большое? Нифига не большое дерево. Сейчас просто как Сибирь это все выпилим. В общем, ребят, я не знаю, у меня сейчас какое-то, наверное, стабильное выгорание, потому что видос я снимаю каждый день, я просто замотивирован что-то да как-то делать на этом канале. Но шортс я могу каждый день выпускать, и там, чтобы что-то рьяное было. Шортсе себя ограничивать, ребят, не буду, а видосы сами по себе обычные летсплеи будут. Вот у нас все решено. Ну, если мне делать прям нефиг будет, я захочу, буду выкладывать и... Ну, постараюсь, конечно, делать это редко. Всякого рода тоже с ума сходить, по идее, не надо. Так, зомбак сзади подходит. Какое же оно длинное. Почему ты такое длинное дерево? Вообще, ребята, скажу честно, свою цель на ютубе. Не знаю, можно просто канал шортсами засрать. И потом эту серебряную кнопку получить. И просто, считаю, уже положил конец своей детской мечте. Потому что она достигнута. Там же на 100 тысяч подписчиков серебряная кнопка дается. В общем, ее получу. Перед всеми похвастаюсь. И, наверное, все. Не, YouTube там будет просто как хобби. Не что-то прям у меня такое обязанное, а просто как хобби. Так, нет, это убираем отсюда. Так, ну что ж, ребята, время подходит к концу. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, я высказался, что у меня сейчас происходит, как вообще мое духовное состояние на ютубе. Всем пока.